А сколько тут гарантия идет? 7 лет или 150 тысяч пробега. Болтики не надо закрывать, пусть заржавеют на новой машине. Она тормозит двигателем и заряжается в этот момент. Колодки она использует только в экстренном торможении. Проблемы с сим-картами, с языком. В принципе, мягкая, да, все везде. Вот это прикольно сделано. Вместо того, чтобы просто ровно тупо делать. Сколько она стоит? 26 тысяч. Внимание. Я уже сразу вижу, что мультимедиа на китайском. У меня через неделю приедет русификатор. Я посмотрю. И, кстати, те, у кого такие же тачки, кто в ютубе решил посмотреть обзор, можете обращаться ко мне. Будет на русском языке все. Угу. А ты, в принципе, сам уже разобрался, вот ты 2 месяца? Да, я полностью все разобрался. Здесь, на самом деле, очень продвинутое вот это головное устройство. Главный экран выглядит так. На главном экране здесь выбор режимов вождения, остаток заряда показывает, ну и просто красивая анимация. Зачет китайцам за климат. Меню климата выглядит вот так. Когда я включаю кондиционер, он показывает, откуда выдувается. Вот пустил на ножки идет, на окно, из окна выходит. То есть с графикой запарились, красиво, зачет. Это что по климату? Климат и главные нужные для тебя вещи все на английском, поэтому в принципе париться не будете с этим. Дальше. Вот здесь настройки автомобиля и настройки самого устройства. В настройки автомобиля заходим. Здесь что можно выбрать? Режим рекуперации, Eco Normal Sport. Есть режим Eco Plus, но я его еще ни разу не включал. Он тут показывает, ограничивается скорость до 90 км в час. Больше она не поедет. Но в таком режиме она может проехать больше 500 километров. Но я его не использую. Дальше. iPedal — это вот одной ногой водить машину. То есть педаль тормоза не нужна вообще. Ну и всякие настройки по вождению. Здесь настройки... ты можешь выставить верхнее ограничение скорости. Тоже интересно, прикольно. Кто не хочет попадать на штраф, полезная функция. Начинает пищать, когда ты выше определенной скорости едешь. Дальше здесь что-то по подвеске. Здесь настройки ключа дверей. Ну, в общем, в ней много всяких настроек с головы. Да, практически все управляется. Дальше здесь настройки уже самого устройства, там время, все. Нет, у них своя система, андроида нет. Для кого-то плюс, для кого-то минус. Водитель, один вопрос. Мне дискомфортно тут ехать, левую руку некуда положить. Где подлокотник мой? Нет подлокотника. Пиздец. Нет подлокотника. В Жигулях, да, был подлокотник. В Жигулях был, да, у меня, кстати, подлокотник. Дальше, что по управлению машиной? Шайба. Зачет. В К5 только в самой максимальной комплектации шайба. Здесь она идет с минималки. Кайф, приятно. То есть не заезженный рычаг. Бар. Мерседес. Вдохновлен Мерседесом, да, то есть здесь чисто мерседский бар. С Мерседесом. Да, очень красиво спрятаны подстаканники, то есть эстетично, когда они тебе не нужны, здесь все закрыто. Вот так взял, открыл, у тебя здесь подстаканники. Беспроводная зарядка должна быть, у меня нету. Но в максималке есть. Нет, даже в средней, то есть все, что выше минималки, есть беспроводная зарядка. Парящая такая панель, то есть эстетично выглядит. Там, В автотюнинг заедешь, они тебе туда... 30 долларов стоит, вообще копейки. Окна им открой, чтобы им не так душно там было. Что ты делаешь? Он Что еще? По салону. Приятно, что сенсорные плафончики спереди. Вот, кстати, что я заметил, только спереди сенсоры, сзади они с кнопки включаются. Да, сзади с кнопки. Ну, задний свет я им не пользовался, по-моему, вообще ни разу. А главное, зачем? Да, панорама со шторкой. Кстати, не во всех тачках есть шторка на панораме. Дальше что? Торпедка, панели, торпедка, все в коже. Это зачет. Сиденья комбинированные, не полностью кожа, здесь тканевые вставки есть.
строчка хорошая. Что там Давидович по строчке говорил? По-моему, здесь даже до строчки не дают. Идем, я доебусь. Вот, что это за хуйня? Я тебе про строчку говорю. Вот это что за хуйня? Вот это вот торчит ткань, блядь. Строчка, ёкарный. Ткань торчит Я тебе вот про здесь. строчку И говорю. вот здесь торчит. Все торчит. Твою мать, почему она недоделанная? Дальше. Вот я доделал. Стоп. А. Слышь, ты что пристегнулся? А он готовится к тому, чтобы я покатался. на нем. Руль. Руль, мультимедиа, круиз-контроль, голосовое управление, все работает, все классно, кайфово. Приборная панель. Приборка в максималке идет полностью цифровая, здесь только центральная часть цифровая, так стрелки аналоговые. Кстати, кому-то это больше, наверное, Братан, я тебе крышу доделал. Бесплатно. На приборку выводится очень много информации, в том числе даже давление в шинах, чего нету в очень дорогих машинах. То есть, а здесь это есть. По пробегу, по настройкам, то есть отсюда это тоже все с кнопок регулируется. Кстати, я перебил. Чё? Передние окна с автодоводчиками окон. Да, есть. передние а авто, задние задние не авто. Ну это, блядь, не авто. это же Панорама тебе, тоже с блядь, не бэха. Панорама, да, с заводчиком вот это Не закрывай, я верю. Что по климату скажешь? Или тут кондер? Нет, тут климат. Причем можно две разные температуры выставлять. Так, он двухзонный. Да, он двухзонный с задними дефлекторами. Угу. Ну, мы сегодня, в принципе, катались на 18. Хорошо. Очень хороший Хорошо, климат, да. очень хороший климат. Приятно сидеть. Ну давай еще через год, давай еще летом. Да. Кстати, я что скажу, вот здесь в настройках я поставил климат, вот здесь есть настройки климата, на самый минимальный, то есть есть режим энергопотребления. Я, чтобы пробег был хороший, ну и чтобы не изнашивать машину, поставил, у меня сейчас кондер идет на самом низком то уровне есть это он еще не энергопотребления. шпарил. То есть есть средний, есть самый сильный, то есть прям нормально с климатом. Под узбекский климат норм. Хорошо. Круиз. Круиз не адаптивный, но есть уже хорошо. В максималке адаптивный, в максималке удержание полосы, а в самой максималке за 40 тысяч даже автопилот. Парктроники есть? Задние, передних камера? нет. Это очень интересная тема. Капиталисты. Это капиталисты, это Карл время, Маркс, время, когда машины делают маркетологи. Маркетолухи. Спереди есть камера, сука. Но она не подключена. Я не знаю, как это, она аппаратно не подключена или программой. Программой. Программы, может быть, да, то есть все. По идее, здесь должен быть круговой обзор. Стой, У это меня ты здесь- сам понял, или это тебе ребята из твоего... Ну я же вижу сообщества? просто, что там камера стоит. Может, это датчик. Хорошо. А вот на какие-то сообщества ты уже подписался? Да. Вот ты спрашивал там про эту камеру? Спрашиваю, говорят, не подключена. А типа нету решения, у кого подключить, где подключить, как подключить? В S плюсе, как S плюс, у нее мафон побольше, да, то есть вот этот экран у нее как в Тесле вот так торчит. И там 360 камера, то есть, ну и там прошивка машины другая. Я уже сидел и не смотрел. Какие режимы вождения здесь есть? 3 режима: эко, нормал, спорт, автохолд есть. Это, кстати, очень Хорошо, сколько она прет в спорт режиме до 100 от нуля? 8 секунд в спорте, в стандарте секунд 10-11 едет. Угу. Подогрев сидений? Нет. Я выхожу. Опять же, да, то есть это все в максималках, в минималке у меня здесь подогрева нет, обдува нет. А зимой как у тебя жопа замерзнет? Он чехлы наденет, Твою Дима, мать. скорее всего. Хорошо. Следующий вопрос. Вот за 2 месяца какие недочеты ты в ней увидел? Зеркала? Не складываются. Да. От Джентри получится. Андро, сколько джентра стоит? Я за 13 200 брал. В каком году? В 19-м. Сейчас 23-й, нет за 13 тысяч джентры. Девочки, я в шоке. Вообще, вот ну когда это все закончится, уже не знаю. Да, механизм $15 стоит, я не знаю, почему его не ставят, но ну нету, ну не ставят и не ставят, жить можно с этим. Дальше по недостаткам что? Да блин, больше ничего. Я пересел, то есть с разных машин, да, то есть на К5 катаюсь регулярно, на Volkswagen катаюсь регулярно, на куче разных машин я переездил. За свою ценовую категорию, то есть ты от этой машины ожидаешь все, что ты хочешь получить за эти деньги. Вопрос пацанам. Как вам сзади сидится?
Алло, А, сзади как вам? я уже крышу поправил. Я понял, а по комфорту как? На Не, комфортно. На дальний Агбу съездил на ней? Да. А ты, Аза? Ну да. Только единственный, знаешь, что минус? Чтобы закрыть дверь, тебе надо принять положение руки курицы. Динозаврик. И Тирекс. вот таким вот движением закрыть. Понял, да, неудобство А ты чуть-чуть. левый попробуй закрыть. Вот, я и говорю, это для китайцев. Каждый день 3 раза Вот так вот. упражнение делай, и спина болеть не будет, да? Под лопатками соли собираться точно не будут. Вот это что такое? Че? Зачем это? Зачем это вот Это так? чтобы расширить, если тебе нужно. Если тебе не Да хватает. нет, ты что, ты им куда расширять еще, блин? Представь, Куда? батарея села, тебе надо буксировать. А, Взял, этим что короче, ли? ремень на себя нацепил и как И ну, понес. тащишь ее, как ишак. Эй, щек тут, блядь, уже. Вот машина. Дай сяду за руль. Гран Туризмо, новый фильм будет скоро. Ага. Так, она включилась, да. И чё? И где усилитель? Ну, когда D ставишь, Да. Не, а в нейтралку можно же? Во, Во. нитро. Руль легкий. очень. Кайфный, да? Ну да, одной рукой Сейчас давай удобно. ему чуть-чуть протектор сотрем, крути руль. Не, удобно, реально. Одним пальцем удобно. А прикинь, если бы тут штурвал, как в Тесле был. Неудобно. Я, короче, в Мегаватте был. Я сел в эту Теслу со штурвалом. Ебать, бешеных денег она стоит, но это другой разговор. Я сел за руль. Вообще, вот как ты на нем разворачиваться будешь, да? Тебе Бля, руку это- некуда положить. Это вот так вот тебе надо, вот Да, так да, вот. да, там не Да, то есть там же маневрируешь особо. тупо штурвал, да, и все. То есть вот половинка. Раз. Два. Все ровно, да, колеса стоят? Стой, тормоз зажми, пожалуйста. сейчас ровно. одной рукой, ну вот как спортсмены это делают, да? Значит, наоборот. О, камера врубается. Ну-ка, поверни руль. Да, адаптивная. А, Динамическая. проекция есть, да. Ты на D поставил. Сейчас уедем. У меня автохолд есть. И все, она заглушилась, да? Типа, Нет, а это чё? просто П. Че? Ручник. Это обороты, Не, брат. обороты почему так стоят? Вот это нулевое положение, когда ты тормозишь или с горки едешь, видишь, чардж, зарядка, то есть она заряжает батарею. А, вот это нулевое, когда тапочку жмешь, то есть там power, то есть расход батареи идет. Да, прикольно этот табло самое прикольное. Пацаны, не покупайте их. Потом очковать начинаете. Он смотри, как смотрит, он ждет. Не, блядь. Она, смотри, она мне не дает разгоняться, Она если я тебе, не пристегнусь. да, именно так. Не для тебя машина, брат, честно. Ты же не любишь пристегиваться. Не, я в последнее время начал пристегиваться, потому что дебилов до хера на дороге. Ну и то это, блин. Что, задавим? Как бы всегда надо пристегиваться, по сути. По сути, всегда надо пристегиваться. Пристегиваться надо вот так, драйв мод. Что тут нажать надо? Ничего не надо. Пошел. На белом нажми. На белом Не, нажми, тут на белом ничего не нажми. надо, это с музыкой связано. Пошел. А это главный экран, брат, это домашка. Там у тебя где-то, вон, спорт. уже включился. Не, она чувствительна. Братан, а она кидает, да? Она кидает, брат, в спорте она летит. Расход как у меня в джентре. Слышь, Рустик, а что за 13,7? Это вольтаж. Расход средний, подача, сейчас, да? короче, 14,8 киловатт на сотню. Ну как у тебя в джентре, только с бензином? Да, только киловатт 300 сум стоит, а литр 10 тысяч. Вот считайте простая математика, вот ее расход. Она не прижимает. Она не прижимает. Нет, она, она если нормально Но- втопить, она прижимает. Вот сейчас она яму хорошо проехала. Ну да. Прям вот плавненько, я бы сказал. У Рустама там что, инфаркт? Смотри, Что он я сделал? тормоз, Вот здесь примерно 3000 квадратных метров. Из 3000 ты я нашел специально, ямку. нет, яму,
Я ее видел специально, я встал прямо напротив нее что, специально, подвеску? да, чтобы посмотреть. Она мягко прошла, Мягко. между прочим. Мы в следующий раз пачку печенек купим, как в Топ Гире раньше, помнишь? Они Астон Мартины проверяли на печеньки. На дороге очень мягко себя ведет. Не, она реально мягкая. Вот смотри, она в драйве сейчас стоит в спорте, Автохолд. но я тормоз не давлю, она сама Пробки. стоит. Ты не держишь ногу на тормозе А, постоянно. тут, кстати, еще этот. По высоте, да, руль регулируется? Или Нет, по вылету? по вылету нет. Только по высоте. Да, только по высоте. А в более жирных комплектах? Электрическая регулировка во всех положениях. Вот так, да, стояла? Ну, он настроит я потом, настрою да. потом, Чуть да. повыше подними. Не, мне вот так удобно. Чтоб коленкой, да, рулить? Но, кстати, эта Да, машина кстати. не для тиктокеров. Тут ебалище. Кстати, Больняк Volkswagen едешь, дырочка вот так вот. прикольная. И в Киеве, кстати, тоже такая же есть. Технологическое отверстие, между прочим, а не дырочка. Дырочка в одном месте. У нее педаль жесткая. Ну, потому что у меня Автоход? ход педали, да, кстати, во-первых, это автоход. Ход педали очень маленький, я не использую, да, то есть педаль тормоза на... А, вот, зеленый паркинг горит. Это автохолд, да, Да. означает. Ну и вон на мониторе показывает автохолд. Автохолд. Вот, видишь, ты его выключил. Ага. Ну-ка, вруби. Да пока нажмешь, пока он додумает. Отпечатки Ну, она пальцев на хорошо старте. оставляются. Да. М? Она уже на Да, старте. готов ехать, пишет. Просто газ нажимаешь, поедет. Ты на спорте, братан, сильно не нажимай. Ну, Рустика собьете. У тебя что, Мерседес появился, братан? Тот шлагбаум. Да, я знаю. Как тебе ключ? Мешачий. Он Он слишком большой. презентабельный. Нет, я тебе так скажу, то что Не если- стыдно повесить вот сюда его и ходить с ним. Не знаю, кому как. Компенсация. Он да. огромный. Причем они даже гаковский значок ровно наклеить не получилось у них. Это чехол. Чего это? Это чехол. А где сам пульт? Внутри? Да, внутри. Шайтан технологии, да? А, у него... Кстати, ключ с завода в чехле был. Но он можно снять и его, например, на другой поменять. Нет, смотри, у него... Он огромный, потому что мы не видим его, блядь. Я Как не знаю, бы я, без кстати, чехла. его не видел, как он без чехла выглядит. Ну, ты увидеть не сможете, Сейчас, маленькую отвертку надо. Отвертка нужна. Ну, ключ, он огромный. Ну, солидный, согласись, бля, Ну, солидный. он понял, он как А фалоимитатор. интересно, Рустик, если ты попадаешь в ДТП, Ну, ну водитель щиро, все, пиздец водитель. ну. Тебе нужно выбраться из машины, она у тебя не на П стоит. А он тебя не выпустит? Ну вон, это как эти, вот. А, просто Да, вручную да, можно. да, просто вручную, Надо вот весь смысл теряется. Это. Кстати, тут я вижу есть сос. Давай сос нажмем. Сработает? В Volkswagen я нажал, пошли гудки, начал звонить. Я не знаю, здесь еще не нажимал. Если Мы что, можем в скинуть? административном кодексе Республики Узбекистан заложен вызов, кстати, есть штраф. Не, мы вот так нажмем Пробуй, сразу. давай. Может тоже 3 секунды ждать надо? Вдруг- Да, вдруг кстати, играешь, может быть, да. Она должна же загореться. О, звонит. Вон на экран нажми. Китайцам не надо А звонить. он выберет, смотри, ты можешь вот скорую, Я трубку вон хотел. красную нажми на это, Да, на уже монитор. нажал. Все. Ну, работает, но что-то долго думает. Чуть-чуть. Надо ждать. Надо Ну, она, смотри, она тебя то есть спрашивает, ты точно уверен? То, что ты хочешь открыть Ты умираешь, багажник? да, сидишь. А в Volkswagen там нет такого, но чтобы ее позвонить, чтобы случайно не нажать, там уже как в истребителе этот открываешь. Топ-кнопка, да. Нет, смотри, она, чтобы открыть багажник, тоже 3 секунды думает. Мгм. То есть она хочет убедиться, ты уверен в своем выборе или нет. Хорошо, она не 3 Смотри, я вас секунды. ее качу. Это я ее катю сейчас, на нейтралку-то поставил. Вот, смотри. Ну давай назад, вот. Ну отпусти тормоз. Я отпущен. А тот он у тебя автохолд. автохолд стоит, да. Нет, ты его вообще поставил. Короче, по-моему, защита отдал. Он просто взял на паркинг. На паркинг встал. Нет. Да, вон А тормоз уже нажми-ка. горит. Красная. Газ нажми. Нет, это Теперь ход нейтралку просто был. поставь. А тут тоже ты Вот, 3 вот. секунды думаешь. О, я вас качу. Ты ломаешь свою машину. Это же не автомат. Все равно. А она, смотри, она Или как давай будто про- сопротивляется. У нее такой... дук-дук-дук-дук. Это рекуперация работает, скорее всего. Давай- Заряжайся. Давай ее потолкаем, позаряжаем чутка.
Я так понимаю, ты с 2 педалей. Да, конечно. Ну оно чуть-чуть вжимает, согласись. Ну да, И то ты сейчас не конечно. полную. На эко, еще Не плюс ко полную. всему. Нет, это спорт, брат. А, это Уже спорт. переключили. Не, она хорошо едет. Сзади Она ходом, кайф да. едет, брат. Давай. Яма. Как тебе? Как тебе? Как тебе? А как тебе? Хорошо едет. Ну понял, на ней надо по городу погонять, чтобы ощущение полное получить. Нет, я не говорю Аппетиты, сейчас это. аппетиты возрастают. Нет, не к этому. Чтобы понять, как машина себя ведет, это по-любому надо быть водителем хотя бы 1, 2, 3 дня. Да. У нас пока у канала нету такой возможности, чтобы, брать на автотест, На тест-драйв, да? на Долго. тест-драйв, Здесь надо- можно интегрировать рекламу рентакара какого-нибудь. Если я договорюсь, То есть, а здесь вы можете... Вот, кстати, Только не вашего не один рентакар, когда Ониксы только вышли в продажу, они сказали, ребята, прежде чем покупать Оникс, да, то есть, чтобы не сделать ошибку, возьмите у нас его в аренду, да, на 1-2 дня. Да, конечно, заплатите. Ну, нет, здесь есть зерно рациональное. Ты сначала поездил, посмотрел, потом понимаешь, тебе нужна такая машина или так бы с не нужна айфонами тебе такая было бы машина, или брат. с телефонами, да. Да, нахуй это надо, с телефонами. Не, просто реально классная вещь. Потому что я, Машина, например, да, это грамотно. когда покупал эту машину, я не знал, что это за машина. Но, и, наверное, если бы у нас бы не было бы электромобиля, я бы не рискнул бы покупать электромобиль. Но дело в том, что я уже знаю, что от них ожидать, как они себя ведут и что... Ну не туда-сюда. боишься, короче. Да. уже. Ну хорошо. Чуть тормозит, да? Ну а как ты хотел? Это не TI тебе. И не Lenovo. За свои бабки нормально. Кстати, Андро, тут от одного человека как минимум лайк и коммент прилетит. Так сказать, можешь передать привет Камрону? Камрон? Да, это твой А кто фанат это? теперь Да? после Volkswagen, да. Привет, Камрон. Ему нравится, как ты материшься. Да. Не, я Но не если- всегда матерюсь, это когда меня бомбит прям. Если резюмировать, после ведра говна, которое вылилось на эту машину, все равно... Ой, давай так, Не, она за свои Volkswagen деньги, получила. Она меньше, чем Volkswagen получила. Потом, потому да, что за у свои Volkswagen деньги, значок даже теребонькался. за вот свои это деньги вздрачнул эта уже. машина топ. То есть она стоящая. Конкурентов у нее в ее ценовой категории это трекер. Ну это абсолютно другой уровень машины. Да нет, 22 тысячи трекер стоит. Да нет, вот у тебя сейчас та же хуйня, как с Джентри будет. Чтобы его на месте взять, 25 тысяч с него просят. На месте, ну ты же пришел. А я в ее салон. пришел и вытащил в этот же день. Он её Хорошо, сразу потому что вытащил. они никому не нужны. У нас боятся, блядь. На них дефицит. Их ждут, пока А приедут. как ты сразу пришел и взял? Потому что если под заказ тебе за 24 ее отдадут. А, ты под заказ ее брал? Нет, я пришел и сказал, они сказали, вот на месте, если хотите, 26, если под А заказ. так он бы ее Не, ждал, кстати, да. вот это вот, блядь, оно шатается. Это причем шатается. Ну это Но это много горящих. надо. Это надо, чтобы рестлер, блядь, какой-нибудь Джон Сина сюда, блядь, лег на. И все. Бам, да. Сказала Джонсон. Да. Кстати, вот ты прокатился, вот смотри, здесь нет шумки, Мгм. но она ездит тише, чем машины с шумкой. Конечно. Я тебе так вырастет. скажу, по парковке я тебя сейчас на джентре прокачу, так же тебе будет тихо. Не будет. Потому что это ДВС, а это электро, Ну вот. блин. Ну, конечно. Ну, когда ты едешь за рулем, блин, ты гоняешься с кем-то. Все равно здесь тишина. Я, например, еду, мне кайф то, что я слышу звук мотора. Я вижу, как люди оборачиваются на то, что у меня звук. Вот он такой. тут Вот он, блядь, он ночью нам спать не дает, блядь. Но Это тебе же эпоха это прошла. эмоции дает. Нет, я не прошла. Бэхи М5 Competition еще выпускают. Их снимут до 30-го года все. Максимум 10. гелик Гелик, сука, образец прожорливого ревущего мотора будет электрическим. Все, тугяда. Не тугяда. Не, ну совсем они не тугяда, давайте так. Ну, по-любому В будут большинстве выпускать. европейских стран просто законом запретят после 30-го года использовать ДВС. Да, все к нам переедут. Ой, наши. да после 30-го года еще что-нибудь придумают, не переживай. Конечно, блин. Нет, сейчас ставят вот вот, эти кстати, еще системы. хочешь, вот ты про систему говоришь, что я вспомнил. В максимальной комплектации этой тачки на крыше солнечная панель.
ты ушел на работу, да, то есть в офисе тачку оставил, она у тебя 8 часов от солнца заряжается. На солнце оставил, потом сел в нее и умер. Ну, Медведь шел по лесу, увидел машину, сел в нее и сгорел. Кстати, скажу, когда солнечная панель, машина греется меньше, потому что она эту энергию конвертирует в электричество, и, соответственно, меньше тепла уходит в салон. Стой. А как же? Тепло идет на батарее же. Батарея снизу, она снизу. Двойной нагрев идет же. Нет, не идет двойной Двойной нагрев. вдув. Батареи в изоляции, потому что батареи очень сильно греются. Если бы они были бы не заизолированы, ты бы не смог бы ездить в машине. Хорошо. Ребят, подписывайтесь на наш канал. Пишите, какие машины вы бы хотели еще видеть от нас в обзоре. По-любому, если Рустик отойдет, я покажу следующую машину. Вот она будет в обзоре. И потом настанет моя очередь.